Я приветствую вас, представители знака зодиака Стрелец. Таро прогноз «Узнай будущее». Что будет меняться или что изменит вас? Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 февраля и до конца месяца. И до конца февраля, где-то почти с середины, нам может показаться, что мы в чем-то порядком подзастряли. И этот этап, он связан со стационарностью Марса. 24 февраля он уже закончит свое ретро или стационарное уже движение, будет переходить в прямое, и где-то жизненных сил, активности у нас прибавится. Но со 2 марта, пусть это забегая немного вперед, ретроградная Венера, она тоже нам некоторую путаницу, сумятицу может вносить в жизнь. Все или весь вопрос в том, как мы воспринимаем реальность. И чтобы не останавливаться очень долго на планетарных транзитах, я приглашаю вас на свой сайт. Вы можете перейти через описание в канале, там есть ссылка на мой сайт, а также через вкладку в сообществе вы можете перейти на мой сайт и прочитать статью «Преломление реальности». Что же это значит? Потому что это не есть период, который только до конца февраля. Это те энергии, которые неплохо было бы учитывать, потому что они будут иметь продолжение, именно планетарные транзиты будут на нас оказывать влияние в течение до конца февраля, в марте или до середины апреля. А мы с вами идем дальше и давайте узнаем, что же нам расскажут карты. Что же будет меняться, мои дорогие стрельцы? Что для вас нужно, важно знать, учесть, может быть? Конечно, будем реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки вы все же получите. Если же о преломлении реальности, то, что я написала на обложке видео, преломление реальности– это оптический эффект. С чем и связана как раз ретроградность, то, что мы называем обратное, прямое движение планет. На деле планеты не движутся вспять, все идет своим чередом. Но энергия или точка нашего восприятия, вот от этого многое меняется. Итак, что же будет меняться? Я могу предположить, что в этот период вряд ли будут какие-то глобальные перемены. Это скорее период наш переосмысления или взгляда под другим углом на те события или обстоятельства, в которых мы находимся. Ну, наверное, вот смотрите, основная задача. Я понимаю, это не для всех. Пятерка пентаклей, мелкая карта, и у нас проходит по ней всегда недостаток. Два направления. Первый– недостаток финансов, второй– недостаток взаимопонимания. Поэтому какая-то путаница должна быть устранена. Но первый у нас старший аркан, и это, по сути дела, тупик, застой, аркан повешенный. Выйти из какого-то тупика задача. Или для кого-то решить эти вопросы, финансы, и ваши взаимоотношения. Может быть, взаимоотношения по личной жизни или выход из одиночества. Так вот, быть откровенным с самим собой, сколько это будет продолжаться. Ведь реальность не меняется, если мы ее не пытаемся изменить. Выйти навстречу судьбе как минимум нужно. Ну, а для кого-то, может быть, и по работе. Какая-то патовая ситуация, которую тоже нужно рассмотреть как-то по-другому. Или добавить себе новых возможностей заработка. Может быть и так. У каждого своя история. Итак, неожиданности. События ближайшего времени. Что нам расскажут? В чем ваша сила? В чем ваши сильные стороны, позиции? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. У кого-то обучение, у кого-то документы. Энергия финансов. Личная жизнь, отношения. И мы достанем карту совет, который откроем в самом конце. Что же будет меняться в событиях ближайшего будущего? Да вот ничего не меняется. Наверное, этот аркан отшельник не случайно перевернулся. Карта гора– это препятствие. Как обойти эту гору? Говорят, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Возможно, и есть то препятствие, которое нам все же придется обойти. Или самим собой договориться. Или наоборот, оценить, так ли уж на самом деле присутствует в моей жизни это препятствие. Или мы словно ищем дверь, упершись в стену. И по стене бесполезно стучать или ожидать, что дверь откроется, потому что по факту этой двери там нет.
Ну, наверное, откровение такое очень важное с самим собой через реальность присутствует. Переосмысление, действительно преломление реальности. В том плане, что мы могли воспринимать что-то в одном ключе. Или мы могли надеяться на быстрый исход дела, развитие событий. Здесь объективно, конечно, могут проиграться факторы, к примеру, мои дорогие стрельцы. Если это не пустое ожидание, а когда я говорю регламент, мы вынуждены ожидать какого-то документа, или мы вот не можем что-то ускорить, и это присутствует, ну, как данность нашей жизни. Тогда следует набраться терпения. И, как правило, этот регламент, он не длится вечно, это четко обозначенный срок. Если же сроки размытые, или вы просто ожидаете, откликнется человек, или, наконец, кто-то проявит в вашу сторону интерес, или совесть у кого-то заработает. Вот иногда бывает, мы ждем, когда у кого-то проснется совесть. Не проснется, мои дорогие. Здесь нужно менять стратегию и тактику. Переложить этот тонкий нюанс, что для вас означает гора. Мы идем дальше. Что же будет меняться? Я для кого-то могу предположить. К примеру, все же аркан кольцо– это возможность, и она соответствует тузу треф. Это жизненная сила, активность, несмотря на стационарный Марс. Ну, он, как я уже сказала, с 20 по 24, и вполне вероятно, эти энергии вас оберегают от поспешных действий. Я могу предположить, что для многих из вас именно проиграется вот эта гора как регламент, или когда к вам может вернуться какой-то человек из прошлого, прежние отношения. Может быть, и вы будете кого-то возвращать, кстати, преодолевая вот эту гору или те препятствия, которые прежде казались непреодолимыми. Но помните, тогда это не время для форсирования или для какого-то реванша, или для штурма. Здесь, скорее всего, обходить придется эту гору или искать варианты, как достичь взаимопонимания с человеком, а может быть, у кого-то решить вопрос по работе, по занятости или каким образом приходят к вам или будут приходить деньги. Может быть, это и партнерские отношения. Есть всегда по аркану кольцо ключевые партнеры в нашей жизни. И значит, здесь проиграется у каждого по-своему. У кого-то это через личную жизнь и возможности, и, может быть, вы составляете документы или ожидаете визы, если, предположим, вы на расстоянии. Иногда гора будет говорить об отношениях на расстоянии. Хотя у кого-то мы живем вместе, но это расстояние мы не слышим друг друга. И, значит, тоже такую своеобразную гору, ну или, может быть, холм вам придется преодолеть, обойти, найти взаимопонимание, продумать для себя самого, что для меня значат эти отношения. Есть смысл что-то продолжать или нет, но как будто в вашей жизни есть тот человек или есть то партнерство, которое следует продолжать. Что же будет меняться? По аркану сад– это вообще много общения, причем с разными людьми, может быть, с людьми, говорящими на разных языках. Я скажу, что в этот период скучать будет некогда. Карта может символизировать большой объем информации, может символизировать и разное настроение людей. Но само по себе общение, и через общение вам приходят, может быть, какие-то новости. Вы что-то узнаете, но период до конца февраля– это, знаете, время больше анализа такого с холодной головой. И, значит, информацию доверяй, но проверяй. Ищи какие-то факты, которые будут подкреплять эту информацию. Вам придется разбираться, что же это, чье-то настроение, или это просто какой-то фейк, искаженная информация, или это будет присутствовать в реальной жизни. И, видимо, на протяжении этих дней вот эту как развилку, правда или ложь, вы для себя будете определять. Но каким-то образом общение вам все же помогает. И я предвижу, может быть, у кого-то был очень сложный предыдущий период, когда вы, мои дорогие стрельцы, ведь люди-оптимисты, солнечные люди. Но я могу допустить, в силу разных причин, объективных причин, меня люди смотрят из разных стран, когда вам довелось очень сложный период жизни как-то прожить, и вы теперь словно выходите из этой горы или как из какого-то ограничения, из-за какого-то барьера, и постепенно начинаете входить в реальную жизнь, общаться с людьми, хотя прежде вы закрылись наглухо от всех. И тогда
Это очень будет своевременно и осторожно. В данном случае вам стационарный Марс будет помогать себе не навредить, а каждого человека правильно оценить, на что он способен или чего от него ожидать. Слушайте свою интуицию, она вам будет приносить правильные подсказки. Что же будет меняться? Тут вы сами на самом деле меняетесь, и аркан ребенок– это новые отношения, у кого-то новый творческий союз, может быть и партнерские новые отношения. Это могут быть и по личной жизни. Конечно, я допускаю, у кого-то это будут просто известия от ваших детей. Пусть даже эти дети взрослые достаточно, может быть, у них что-то в жизни меняется. Вам могут предложить, кстати, куда-то отправиться, и такое тоже могу предположить. Но вы можете и отказаться от какой-то поездки. Я по аркану ребенок вижу вообще какие-то возможности, ведь это всегда начало своеобразное или обновление. Эти обновления у кого-то могут быть на работе, это может быть смена графика работы, это может быть, то есть проиграться, вот, да, как элемент новизны или смена руководства. Вообще это новый жизненный этап, нам об этом говорят. И поэтому определить, куда же вы идете или куда вы держите направление, кто, кому вы доверяете или кто рядом с вами, что есть, в принципе, ваше окружение, внутренняя работа над собой. И, правда, тут ничего не происходит. Но, может быть, это вы, мои дорогие стрельцы, хотя хотите уже некоторое продвижение тем, вопросов, но, значит, тогда примите во внимание, что все идет своим чередом. Но вот что-то ускорить мы вряд ли сможем в эти 10 дней. Неожиданности. Но у кого-то предложение руки и сердца. Это может быть как с вашей стороны, так и может быть в ваш адрес. Все же ключевые партнеры надежные у вас есть. Пусть это будет как один человек. А для людей семейных это какое-то доброе сообщение или то, что вы планировали с вашей семьей. Вообще четверка жезлов– это праздник после победы. Но в этой колоде нам еще семья показана. Хотя жезлы– дела, работа, бизнес и деньги. Это стабилизация каких-то вопросов. В неожиданностях у вас выпадает. Это когда ну, какие-то события в нас вселяют уверенность, и мы уже можем строить планы на будущее. Или мы конкретизируем это будущее, чем мы будем заниматься, кто будет опять же вокруг нас, чему или кому мы отдадим предпочтение. Ну, есть такой момент, что в этот период времени, как два направления будут важны. И первое– это аналитика. Аналитика– это ни разу не чувство, это холодная голова для того, чтобы задать себе вопросы. Почему, к примеру, это случилось со мной? Если есть какие-то, ну, моменты или истории в вашей жизни, которые вас до сих пор словно держат заперти. Где и в чем я допустила ошибку? Вот такой вопрос. И куда следует приложить энергию, свою активность, чтобы в последующем вот эти самые старые грабли не найти. И второе направление или пожелание мое личное, можно сказать и так, по крайней мере, я вижу этот период. Почему? Это ведь прелюдия своеобразная у нас до конца февраля. А как я уже говорила, март, апрель, до середины как минимум нам потребуются эти энергии. И так вот второе, о чем я хочу вам сказать, начать вырабатывать в себе стойкий иммунитет к чужим неврозам, особенностям психики или психологического восприятия, то, что мы называем токсичным людям. Не реагировать эмоционально, мы людей не изменим, но выработать тактику, встретить и проводить будет хорошей привычкой, хорошим таким начинанием на долгий период времени, потому что не секрет, есть люди, мы встречаем разных ведь людей. Так вот, есть люди, которые входят в нашу жизнь, и им суждено задержаться в нашей жизни или остаться навсегда. Но есть и те персонажи, которых только следует встретить и проводить. В чем же ваша сила? Когда вы поставите точку под какой-то прежней историей, или все то, что я сейчас говорила по этим двум направлениям. Всегда десятка мечей– это прежняя какая-то или событие, или какая-то тема в вашей жизни, которая вас не отпускает. И пока мы даже по тому событию, которое произошло, нам ведь не говорят, что это будет теперь. Как раз нет. Это прежний печальный опыт. И все же, пока мы о нем думаем, он нас держит в заложниках или в заперти. Мы не можем отпустить эту мысль, а она где-то в нашем сознании присутствует и каждый раз вносит сумятицу, создает нам липкую паутину мыслей, в которой мы можем увязнуть, застрять
и потребуется душевной силы, чтобы в чем-то поставить точку. Но этот период ставить точку, подводить итоги вот до конца февраля. Прекрасное время. В этом ваша сила. Дела, работа, бизнес. Видимо, совершенно это необходимо, потому что тройка жезлов– это новое начинание. Вообще шикарная карта, я люблю, потому что карта будущего. А еще на заднем плане у нас корабль, один из символов Меркурия. И нам говорят о чем? Это вообще исполнение желаний. Это, например, переезд, если вы о нем думали. Или работа, связанная с перемещениями. Кто-то думал, я хочу больше путешествовать. Это когда сбываются наши мечты. И человек на карте уже повернулся к нам спиной. Это словно прообраз вас самих, когда вы подводите итоги и строите планы на будущее. Причем это стратегия и тактика. Это не из разряда «было бы неплохо». Вот когда присутствует «было бы неплохо», приставка «бы» или частица «бы», а нет конкретного плана, все же мы надеемся сами на себя, человек один нам показан. Но это значит, мы не имеем какой-то последующей стратегии, тактики более четкой, или мы не готовы, рассчитывая на себя, воплотить свою мечту в жизнь. Но для этого, тем не менее, самый прекрасный период. И это все то, что касается ваших где-то заработков, вашей работы, новых начинаний, может быть, обучения. Не существует прошлого. Может быть, и энергии этого периода вам помогают, мои дорогие стрельцы, чтобы вы окончательно приняли, что прежний жизненный этап, он закончился. И какая-то, ну, такая перерокировка, адаптация к новым условиям, к новым возможностям, к новому творчеству. Или пусть и работа старая, и творчество прежнее, но, значит, есть перемены в нашей жизни, к которым следует приготовиться. Или иметь план А, план Б, план С. Вас ничто не должно заставать врасплох. Деньги, деньги есть, деньги будут. По королю Пентакли часто проходят, как и люди семейные, или кого мы называем нашими надежными партнерами. Если пусть у вас брак не оформлен, но вы встречаетесь долгое время или проживаете вместе. Это могут быть и родственники, это могут быть также, сюжета у нас карта достаточно статусная, представители банков, каких-то структур, в которых вы идете решать финансовые вопросы. Сам по себе король Пентаклей– это человек очень здравомыслящий. Да, его не назовешь душой где-то компании, потому что в плане вдохновения у него так немножко сложновато, но зато он великий реалист. Его жизнь заставила быть таким. Ну вот и для вас реально смотреть на вещи. И я не могу сказать, что тут какие-то траты. Деньги есть, деньги будут. Но, наверное, продумать, чего же в конечном итоге вы хотите достичь. Или сохранять деньги, потому что я могу предположить, что в последующий период вам либо они понадобятся, либо это понадобится для учебы или инвестиций в себя, или для того, чтобы начать, может быть, личное дело. Пусть это будет совсем небольшая сумма. И я это точно знаю. Кто думает, к примеру, что для того, чтобы начать свой собственный бизнес, нужна крупная сумма денег, вы знаете, если мы отталкиваемся от самих себя, мы всегда найдем тысячу вариантов. Поймите, это действительно так, это работает. А когда мы ждем, что у нас какая-то сумма будет, мы просто упускаем время. Переложить этот тонкий нюанс, ведь по королю Пентаклей он создал себя сам. Вот что-то такое подобное предлагают вам и карты. Хотя стабильная ситуация по деньгам, как минимум в эти дни. Личная жизнь. Выбор. Действительно, все то, что я уже не повторяюсь, все то, что я сказала, когда открывали карты Ленорман. Но есть как два пути. И мы не можем раздумывать или одновременно в две дороги вступить и пойти и направо или налево. С другой стороны, выбор тоже должен быть сделан, потому что мы не можем ходить словно между этими двумя жезлами. Но как будто солнце нам уже подсвечивает правильный путь. Слушайте свою интуицию. Вам нужно на что-то решиться, мои дорогие стрельцы. И если вы о каком-то вопросе уже думаете, скорее всего, наступило время прояснить, если это касается отношений. Значит, откровенный разговор. Глядя человеку в глаза, вам нужно увидеть и провести вот эту задушевную, может быть, беседу для того, чтобы у вас все стало по местам. Или этот выбор в конечном итоге
был сделан. Пока вы не делаете какой-то выбор, повторюсь, вас словно прошлое держит взаперти. Поэтому выбор на этой неделе, он присутствует. Но, может быть, это у кого-то будет, куда я еду, этот выбор по личной жизни для людей семейных, или куда мы будем переезжать, или какие-то ваши планы на будущее, с учетом новых событий, новой информации, или с учетом того, что происходит в жизни ваших детей, может быть, взрослых детей, предложения поездки. Но, тем не менее, не мешкай долго, нам об этом говорит карта, потому что какой-то праздник после победы, он уже предусмотрен. Поэтому я не вижу, что вы как-то тут отказываетесь резко от тех предложений, которые вам, к примеру, поступают. Скорее всего, как минимум, вы это будете продумывать и анализировать холодной головой. Но самое главное не поддаваться апатии. Вот эта карта совет. Это то, по сути дела, чего нет. Это как искаженное восприятие наше, или мы говорим преломление реальности. А, это оптический эффект, который присутствует, когда мы говорим о ретроградности планет, обратное движение. Ну, планеты же, правда, вспять не идут, они продолжают движение, как и всегда. Но мы видим с другого ракурса. Мы под пологим углом это видим, и нам это кажется, что именно так. Поэтому то, что вам кажется, должно быть прояснено или через информацию достоверную, да, или поиск таковой, или через важные разговоры. Выбор нужно делать, иначе вот какая-то апатия, она не закончится сама по себе. Есть какой-то в вашей жизни пункт, когда у вас, посмотрите, добрая энергия уже на пороге, но мы можем замереть в ожидании или не увидеть эти возможности. Поэтому гоните от себя прочь как и хандру, так и апатию. Праздник после победы уже на пороге. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.